Дональд Трамп отклонил очередное предложение Ирана по прекращению войны и назвал его абсолютно неприемлемым. Самолеты Соединенных Штатов начали странную активность возле Кубы. Похожая ситуация наблюдалась перед началом операции в Венесуэле и Иране. Власти Индии из-за проблем с топливом призвали население пересесть на общественный транспорт, отказаться от поездок за рубеж и покупки золота. Завершилась эвакуация пассажиров с зараженного хантавирусом круизного лайнера, стоящего на якоре у острова Тенерифе. В Вене состоялась церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2026». А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иранский ответ на американские предложения по прекращению войны его не устраивает. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится, абсолютно неприемлемо. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, президент Дональд Трамп. Главным камнем преткновения на переговорах Ирана и Соединенных Штатов остается ядерная программа Тегерана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, Иран передал Штатам свой ответ на американское предложение 10 мая через посредников в Пакистане. Американская инициатива предполагает фактическую заморозку иранской ядерной программы, отказ от создания ядерного оружия, демонтаж части ядерных объектов и запрет на обогащение урана сроком на 20 лет. В ответ Иран предложил сначала прекратить боевые действия и начать 30-дневные переговоры по ядерной программе. Тегеран также готов частично вывести запасы высокообогащенного урана в третью страну и постепенно открыть Ормузский пролив в обмен на снятие ограничений с иранских судов и портов. Немного позднее и иранское государственное информационное агентство Arab News подробно изложило условия Ирана для переговоров с Соединенными Штатами после реакции президента Дональда Трампа, назвавшего их ответ совершенно неприемлемым. Условия, являющиеся лишь повторением их предыдущих заявлений, включают, помимо прочего, размораживание иранских фондов и активов, военные репарации и сохранение суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел военное поражение. Однако он отрицает, что говорил когда-либо о завершении боевых действий. В интервью на канале Full Measure with Cheryl Atkinson он вновь перечислил, что у Ирана больше нет флота, авиации, радаров и лидеров. По его словам, если бы Штаты ушли сегодня, то Ирану понадобилось бы 20 лет на восстановление. Что касается Ирана, что бы вы сказали, что война может быть скоро закончена или что она очень активна? Но они потерпели военное поражение. Может, они не отдают себе в этом полного отчета. Но они все уже понимают. Мы никогда не позволим Ирану обладать ядерным оружием. Они потерпели военное поражение. У них нет флота, военно-воздушных сил, зенитного вооружения. У них нет радаров. У них нет лидеров, их лидеров больше нет. Да мы имеем дело с людьми, обладающими определенной властью. И вот они заключают сделку, а потом нарушают ее. Это сложно. Но с военной точки зрения, если бы мы ушли сегодня, им потребовалось бы 20 лет, чтобы восстановиться. На каком этапе войны мы находимся, если мы еще не получили от них ядерные материалы, обогащенный уран? В какой-то момент мы это получим, все, что захотим. У нас там все под наблюдением. Знаете, я создал штуку под названием «Космические силы», и они следят за этим. Если кто-то туда войдет, они смогут назвать его имя, адрес и номер его жетона. У нас там все под очень хорошим наблюдением. Если кто-то приблизится к этому месту, мы об этом узнаем и взорвем их. Так что можем ли мы сказать, что боевые действия завершены или хотя бы подходят к концу? Нет, я этого сказать не могу. Я сказал, что они разгромлены, но это не значит, что все кончено. Мы могли бы продолжать еще 2 недели и поразить каждую цель. У нас были такие цели, которые мы хотели уничтожить. И эта работа проделана примерно на 70%. Но есть еще и другие объекты. Но даже если мы этого не сделаем, это только последние штрихи. Им нужны будут десятилетия, чтобы восстановиться. Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие, потому что они сумасшедшие. Мы не можем позволить им получить этот доступ. Хотя Обама это почти сделал. Если бы я не разорвал все эти сделки, они бы уже имели это оружие и использовали его против Израиля и Ближнего Востока.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом на фоне ответа Ирана на американское предложение о прекращении огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров. По данным телеканала, Нетаньяху даже прервал встречу с лидерами друзской и черкесской общиной, чтобы связаться с американским лидером. Вашингтон и Иерусалим продолжают тесную координацию в рамках попыток продвинуть переговоры с Тегераном. В интервью программе CBS «60 минут» Нетаньяху заявил, что по иранскому направлению еще остаются нерешенные вопросы. По его словам, Трамп согласился с необходимостью ликвидации запасов высокообогащенного урана в Иране. Этот вопрос считается одним из ключевых в переговорах Штатов с Тегераном о возможном прекращении огня. Высокую активность американской авиации фиксируют у берегов Кубы на фоне обещаний Трампа заняться островом. Военные самолеты и дроны массово кружат возле острова, что намекает на что-то грандиозное. CNN пишет, что с начала февраля американские военно-морские силы и военно-воздушные силы провели как минимум 25 разведывательных миссий вблизи Кубы. Сервисы трекинга зафиксировали самолеты и беспилотники преимущественно возле крупнейших городов страны – Гаваны и Сантьяго-де-Кубы. Иногда самолеты-разведчики приближались на расстояние менее 40 миль от кубинского берега, что очень близко. Военные подняли в воздух свои самые мощные разведывательные машины. Большинство рейсов выполнили морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, которые предназначены для ведения наблюдения и разведки. Также аналитики заметили самолеты RC-135V Rivet Joint. Эта спецтехника перехватывает сигналы и собирает данные разведки. Дополнительно Пентагон привлек несколько высотных разведывательных беспилотников MQ-4C Triton, способных часами следить за целями с большой высоты. Аналитики видят знакомый почерк. Подобная тактика Белого дома уже предшествовала реальным боевым действиям в прошлом. Всплеск полетов обычно совпадает с жесткой риторикой Дональда Трампа. Например, похожая ситуация разворачивалась в Венесуэле. Аналогичный сценарий реализовали и против Тегерана. Массированная авиационная разведка открыто следила за южным побережьем Ирана, непосредственно перед совместными ударами Штатов и Израиля. Во время иранского конфликта военные использовали те же модели техники. Сегодня эти же машины снова кружат возле Кубы. Такая активность вызывает серьезные опасения относительно возможной подготовки Вашингтона к новой военной операции, отмечается в материале. В Испании завершилась эвакуация пассажиров с зараженного хантавирусом круизного лайнера, стоящего на якоре у острова Тенерифе на Канарских островах. Министр здравоохранения Моника Гарсия заявила, что все пассажиры на борту судна МС «Хондиус» пока не имеют симптомов. Во время первой фазы эвакуации пассажиров, которые находились на борту в медицинских масках, начали поэтапно спускать на спасательные шлюпки. Их доставляли к берегу, где их встречали медики и спасатели в защитных костюмах. По прибытии на сушу пассажиров на автобусах доставили в аэропорт Тенерифе, откуда чартерные рейсы возвращают людей в страны происхождения. Первыми эвакуируют 14 граждан Испании. Далее пассажиров из Нидерландов, Германии и Греции, а также часть экипажа. Отдельные рейсы запланированы в Великобританию, Штаты и Австралию. Операция прошла на фоне международных мер реагирования на вспышку хантавируса на круизном лайнере MV «Хондиус». Тем временем в Польше ввели санитарный надзор за лицом, которое могло контактировать с пассажиром круизного лайнера, где зафиксировали вспышку смертельно опасного хантавируса. По данным Главной санитарной инспекции Польши, человек, который находится под мониторингом, пока не имеет симптомов заболевания. За его состоянием будут наблюдать в течение 7 дней. Санитарные службы начали проверку, чтобы разыскать других лиц, которые могли контактировать с пассажирами судна после их высадки. Высадились 94 человека 19 национальностей. На 7 рейсах было 8 национальностей, а на одном рейсе в Нидерланды 11 национальностей. Завтра в 7:00 судно заправится. Заправка займет несколько часов, после чего последует час на пополнение запасов. Позже днем запланированы еще 2 рейса. Рейс в Австралию с 6 пассажирами и рейс в Нидерланды с 18 пассажирами. У одного из пассажиров рейса из Франции проявились симптомы, и, как вы знаете, это вполне ожидаемо. У некоторых пассажиров могут появиться симптомы. Поскольку мы уже выявили симптомы у одного из людей, имевших ранее контакт, необходимо соблюдать протоколы. Французские органы здравоохранения продолжат разработку различных протоколов. В результате на судне осталось 34 человека. Операция будет завершена завтра, так как заправка топливом состоится утром. Ожидается, что все пассажиры сойдут на берег, вероятно, к завтрашнему дню. К концу дня все пассажиры сойдут, и судно сможет отправиться в плавание. Украина 2 дня воздерживается от дальнобойных действий, поскольку Российская Федерация не осуществляла массированных атак. Однако, если Москва вернется к полноформатной войне, Киев ответит зеркально.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Также он прокомментировал недавнее заявление Путина относительно возможной встречи лидеров на территории третьей страны. Что касается наших долгосрочных санкций, вчера и сегодня Украина воздерживалась от долгосрочных действий в ответ на отсутствие массированных российских атак. В будущем мы будем продолжать реагировать таким же образом, и если Россия решит вернуться к полномасштабной войне, наши санкции за это будут незамедлительными и ощутимыми. Теперь сам Путин говорит, что наконец-то готов к реальным встречам. Мы немного подтолкнули его, и мы давно готовились к встрече. Поэтому нужно найти формат. Эта война должна закончиться, и безопасность должна быть надежно гарантирована. Министр обороны Латвии Андрис Спруц подал в отставку 10 мая после инцидента с украинскими беспилотниками, которые поразили нефтехранилище на территории страны. Премьер-министр Эвика Селиня ранее потребовала его ухода, заявив, что системы противодействия дронам были развернуты слишком поздно. Новым министром обороны, скорее всего, будет назначен полковник латвийской армии Райвис Мелнис. После происшествия Латвия и Литва призвали НАТО срочно усилить противовоздушную оборону в регионе. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что беспилотники были украинскими и оказались в Латвии из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы, которые отклонили их от целей в России. Киев также сообщил о готовности направить экспертов для усиления воздушной безопасности стран Балтии. В настоящее время одна из теорий заключается в том, что это связано с использованием беспилотников против законных целей и других объектов на территории России. Однако это лишь одна из теорий. Это было предположение. Ясно, что необходимо оценить и другие теории, и уже проводимое расследование поможет установить факты. Мы также поддерживаем связь с нашими партнерами, включая наших украинских партнеров, поэтому важно собрать все эти данные и затем представить четкую и окончательную оценку. На данном этапе это пока лишь предположение. В Германии обсуждают участие в переговорах с Россией президента Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего канцлера Герхарда Шредера. Как пишет Der Spiegel, в правящей коалиции рассматривают вариант, при котором они могли бы выступить посредниками со стороны Европы в переговорах по Украине. Поводом стало заявление Путина, который после парада в Москве сказал, что из всех европейских политиков предпочел бы вести переговоры именно с Шредером. По данным издания, в Берлине считают, что одному Шредеру такую роль доверять не готовы, но дуэт Шредера и Штайнмайера обсуждается как возможный вариант. Шредера якобы хотят усилить Штайнмайером, поскольку сам он вряд ли справится с такой сложной задачей, как переговоры, заявили источники Spiegel. Срок полномочий Штайнмайера на посту федерального президента заканчивается через несколько месяцев. Его преемника должен избрать Федеральный съезд 30 января 2027 года. Напомним, часть политиков из СДПГ заявила, что предложение направить переговорщикам бывшего канцлера не стоит сразу отвергать. Хотя немецкое правительство уже заявило, что против этой кандидатуры. Собеседник агентства AFP, близкий к федеральному правительству, отметил, что заявление Путина вписывается в серию мнимых предложений и является частью известной гибридной стратегии России. Однако Германия и Европа не позволят тем самым внести раскол, подчеркнули в Берлине. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нидерланды для участия в слушаниях Международного суда ООН по территориальному спору с Гаяной. В понедельник венесуэльская делегация представит позицию этой страны по региону Эссекибо, который стороны считают своей территорией. По прибытии Родригес заявила, что законные права на спорный район принадлежат исключительно Венесуэле. Речь идет о территории площадью около 160 тысяч квадратных километров вокруг реки Эссекибо, а также прилегающей морской зоне, где обнаружены крупные запасы нефти и газа. Гаяна, в свою очередь, просит суд подтвердить границу, установленную арбитражным решением еще в 1899 году. Дело рассматривается в Международном суде с 2018 года после официального обращения Джорджтауна. Окончательное решение ожидается в ближайшие месяцы и будет обязательным для сторон, хотя механизмов принудительного исполнения у суда нет. Венесуэла является единственным владельцем этой территории в данном территориальном споре. На протяжении всей истории мы демонстрировали значимость нашей территории с момента основания республики и даже раньше, когда мы были административной единицей под властью колониальных держав. Поэтому нет никаких сомнений. Венесуэла является единственным владельцем этой территории, и мы отстаиваем свою позицию в защиту Женевского соглашения. В 1966 году было достигнуто соглашение, положившее конец позорному и мошенническому арбитражному решению 1899 года. Премьер Индии из-за проблем с топливом призвал население пересесть на общественный транспорт, отказаться от поездок за рубеж и покупки золота.
Он объяснил это ростом мировых цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке. Выступая на митинге в Хайдарабаде, Моди заявил, что необходимо уделять пристальное внимание экономии иностранной валюты. А удаленная работа поможет стране сократить потребление топлива, как это было во времена пандемии COVID-19. Кроме того, премьер призвал население как минимум на год отказаться от необязательных поездок за границу и не покупать золото, на импорт которого страна тратит значительные суммы из-за свадебных традиций. Он также призвал семьи сократить потребление растительного масла, а фермеров вдвое снизить использование удобрений. Индия является третьим в мире импортером и потребителем нефти. В начале мая власти страны заявили, что пока не планируют повышение цен на бензин и дизель, несмотря на рост мировых цен. Друзья, нам необходимо сократить использование бензина и дизельного топлива. В городах, где есть метро, мы должны решить, что будем пользоваться только метро. Максимум, и я буду передвигаться на метро. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Кению заявил, что эпоха особых привилегий французского бизнеса в Африке завершилась. На совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто в Найроби он подчеркнул, что Африку нельзя воспринимать как задний двор и рассчитывать на исключительные преимущества. Макрон отметил, что Франция пересматривает отношения с африканскими партнерами на фоне новой геополитической конкуренции за влияние на континенте. Во время переговоров лидеры обсуждали торговлю, инвестиции, климатические проекты и сотрудничество в сфере безопасности. Руто заявил, что саммит Африка-Франция впервые проходит за пределами Франции и франкоязычной Африки, что подчеркивает новую роль Найроби как дипломатического центра региона. Наши обязательства также демонстрируют, что Франция использует свой опыт в секторах, имеющих решающее значение для роста и инноваций Кении: энергетика, цифровые технологии и транспортная инфраструктура, которые являются вашими приоритетами. Именно поэтому французские компании инвестируют в потенциал Кении и верят в него. CMA CGM только что взяла на себя обязательства по реконструкции 2 терминалов в порту Момбаса. Общий объем инвестиций составляет 700 миллионов евро. Мы, африканцы, можем говорить от своего имени. И я хочу сказать и поздравить президента Макрона с тем, что он проявил смелость, переосмыслив отношения между Африкой и Францией, сделав их более инклюзивными. Речь идет не только об англоязычных и франкоязычных. Я думаю, что нужно расширить диалог, сделать его гораздо более инклюзивным, расширить взаимодействие, сделать взаимодействие взаимовыгодным с общей ответственностью. Отвечая на вопросы журналистов, Макрон также отверг сообщения о возможном размещении французских или франко-британских сил в районе Ормузского пролива. Никогда не было и никогда не обсуждалось французское или франко-британское развертывание. Несколько дней назад я принял решение переместить авианосец «Шарль де Голль» и сопровождающие его фрегаты, а также всю авианосную ударную группу за пределы пролива Баб-эль-Мандеб и таким образом переместиться из Восточного Средиземноморья в этот район. Никогда не было и речи о развертывании, но мы готовы. С самого начала мы говорили одну очень простую вещь — свобода судоходства. В Вене состоялась церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2026». На бирюзовую дорожку вышли представители всех 35 стран-участниц нынешнего шоу. Сам конкурс пройдет на арене Винер Штадтхалле с 12 по 16 мая. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй аж на 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая. В этом году мероприятие проходит в напряженной атмосфере, поскольку 5 национальных телекомпаний объявили бойкот конкурсу из-за действий Израиля в войне в Газе. Среди отказавшихся от участия в трансляции названы испанская РТВЕ и ирландская РТЕ. Несмотря на споры вокруг конкурса, представитель Израиля Ноам Беттем также принял участие в церемонии открытия вместе с делегациями других стран. По состоянию на 8 мая букмекеры называют главным фаворитом конкурса Финляндию. Далее в первой пятерке идут Греция, Дания, Франция и Австралия. Украина, согласно предварительным прогнозам, занимает 11 место, однако результаты могут измениться после полуфиналов. Вас считают одним из фаворитов. Вы победите? Да, думаю, что да. Давайте сделаем это. Да, все были очень добры. Было так здорово провести здесь время во время репетиций и всего остального. Все очень-очень милые. Я так взволнован. Я действительно не могу поверить, что это происходит. Мое сердце бешено колотится. Для меня Евровидение само по себе является иконой, поэтому я чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что являюсь частью этого праздника с 70-летней историей потрясающей музыки. Поэтому я с огромной благодарностью отношусь к возможности присоединиться к этому действу.
Просто невероятно быть здесь, и я очень благодарен всем за поддержку и любовь. Репетиции проходят очень хорошо, и я получаю от этого огромное удовольствие. Футбольный клуб «Венеция» ярко отпраздновал возвращение в итальянскую серию А, устроив парад на воде по каналам города. Команду провезли на большой красной гондоле, а сотни болельщиков сопровождали игроков на лодках, размахивая клубными флагами. Празднование прошло вдоль знаменитого Гранд-канала и завершилось вечеринкой на площади Святого Марка. Видео с дрона, опубликованное клубом, показало масштаб торжеств с высоты птичьего полета. Венеция обеспечила себе выход в элитный дивизион после ничьей 2-2 в гостевом матче против Неоспеции в 37-м туре серии Б. Этот результат позволил команде набрать 79 очков и стать недосягаемой для конкурентов в борьбе за прямую путевку. Таким образом, клуб вернулся в серию А всего через год после вылета и сделал это с первой попытки. В восточной китайской провинции Аньхой открылся первый в стране центр робототехники Робот-9N. На одной площадке здесь представлено более 100 роботизированных устройств для сферы услуг, медицины, образования, развлечений и промышленности. Новый комплекс задуман как пространство умной жизни, где посетители могут не только увидеть технологии, но и протестировать их в действии. Среди экспонатов — человекоподобные роботы, которые уже работают на предприятиях и используются в коммерческих проектах. Отдельное внимание привлекают роботы-собаки, с которыми можно взаимодействовать как с электронными питомцами. Однако такие машины выполняют и серьезные задачи — охрану объектов, пожаротушение и инспекцию опасных производственных зон. Открытие центра показывает, как роботы в Китае постепенно становятся частью повседневной жизни.